Всем привет! В этом видео покажу вам ферму гастов, которая вырабатывает около 20 тысяч дропов в час в максимальной комплектации. Нам нужно найти биом Soul Sand Valley. Его можно найти тут. Также обратите внимание на ближайшие порталы. Ферма должна находиться вдалеке от других порталов, они могут нарушить работу фермы. Для начала вам понадобится собрать эти ресурсы. Далее мы поднимаемся на крышу Незера за бедрок. Прокапываемся до бедрока, нажимаем F3 и ищем блок на 127 высоте. Ставим лестницы, забираемся, одновременно зажимаем вперед и пробел и с помощью эндерперла пробираемся наверх. Удостоверьтесь в том, что в 4 чанках, где будет находиться ферма, биом не поменялся. Это легко определить в F3 и по характерному небу в этом чанке. Далее находим место, где 4 чанка пересекаются. Нажимаем F3, смотрим где South и идем в ту сторону. И через 20 блоков поднимаемся с помощью подмостков до 247 высоты. Сверху мы ставим факел, смотрим в сторону North и ставим подмосток. Ставим поверх подмостка стекло и простраиваемся до перекрещения чанков. Когда мы простроились, проверяем свою высоту. Вы должны стоять на 248 высоте. Ставим тут и тут 2 блока. На этих блоках будет стоять игрок, когда мы будем АФКшить. По бокам ставим 2 двойных сундука. Направляем в них воронки. Прокладываем рельсы и ставим на концах по блоку стекла. Далее ставим 2 вагонетки, расширяем платформу для АФК до 2 на 4. Затем строим портал 6 на 6, чтобы получился такой портал. Сверху портала ставим полублок. От одного из отсутствующих углов простраиваемся 2 строительными блоками и ставим компостер. С другой стороны повторяем ту же конструкцию. Спускаемся вниз и, используя временный блок, строим стену высотой в 2 блока с противоположной стороны от места АФК. Теперь становимся в центр портала, записываем координаты, поджигаем портал и заходим в него. В верхнем мире ломаем портал. Берем те самые координаты, умножаем их на 8 и простраиваемся на этих координатах до 243 высоты. Наверху мы ставим под собой обсидиановый блок так, чтобы вы оказались на 244 высоте. Далее строим портал как на видео. Используя временный блок, также строим стены 2 блока в высоту, только с 2 сторон. Поднимаемся и ставим по компостеру с каждой стороны. На стороне, где компостер, ставим 2 обсидиана, затем redstone'овую лампу и наблюдатель. Перепрыгиваем на другую сторону и ставим раздатчик с ведром воды внутри. Ставим временный блок, раздатчик, убираем временный блок и ставим воронку, смотрящую в раздатчик. Ставим с этой стороны 2 блока обсидиана и далее ставим 6 строительных блоков с этой стороны. Затем ставим 2 блока по краям и на них ставим redstone'овую пыль. Направляем в блоки компараторы. С помощью временного блока ставим 2 воронки. По бокам ставим липкие поршни и ставим redstone'овый блок. Далее над этим раздатчиком ставим лампу, рядом ставим воронку и достраиваем портал с 2 блоками по бокам. Ставим наблюдатель, на него раздатчик с ведром воды внутри. Далее ставим тут выбрасыватель. Таким образом ставим раздатчик, строительный блок и еще 2 сверху. Выбрасыватель направляем в воронку и ставим двойной сундук. Используя временный блок, мы строим стену 4 блока в длину и 2 блока в высоту. Тут мы ставим компостер и достраиваем сверху портал.
Далее кладем в сундук стак зажигалок. Для того, чтобы ферма заработала, нужно минимум 25 зажигалок. Стак зажигалок прослужит примерно 12 часов. Положите 39 предметов в воронки и поставьте 2 redstone'ных факела на эти блоки. Проверьте этот раздатчик на наличие зажигалок. Также вы должны заметить, как порталы активируются и деактивируются. Ставим тут компостер и на него ставим факел. Зайдите в портал, и вы должны оказаться тут. Постройте стену длиной в 4 блока и высотой в 2 блока. После поставьте ряд полублоков. Далее поставьте 4 строительных блока и 2 полублока, так, чтобы, нажимая на Shift, вы могли проходить под ними. Теперь спуститесь до бедрока и подойдите к пересечению 4 чанков и постройте такую конструкцию. Для референса я поставлю рядом с порталами строительные блоки, но это не обязательно делать. В одну сторону, в ту, где стоят подмостки, мы ставим 10 обсидиана, и в другую сторону еще 11. То есть каждый портал должен иметь базу в 21 блок. Повторяем это все 4 раза. Далее мы идем к краю обсидиана и ставим 19 блоков обсидиана под собой. С другой стороны повторяем то же самое. Далее формируем портал. Теперь нужно поставить через каждые 3 блока полублоки на каждый портал. Это должно выглядеть так. На этом этапе мы можем поджечь порталы. Отступаем 2 блока от края портала и строим платформу шириной в 2 блока. Далее строим еще одну платформу. Между порталами мы повторяем все то же самое, и в конце концов должно получиться 4 платформы между каждым порталом. Между платформами должно быть минимум 4 блока в высоту. Чем больше порталов, тем больше выхлоп. Давайте же проверим работу этой фермы. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу фермы, то заходите в описание. Там есть ответы на часто задаваемые вопросы. Если вашего вопроса там нет, то вы можете зайти на сервер в Дискорде. Знающие люди вам помогут. Как мы видим, ферма выработала около 19 тысяч дропов в час, что достаточно неплохо, учитывая, что она полностью АФКабельна. Надеюсь, ферма вам поможет. Схематика и ссылка на скачивание мира есть на Бусти, так что подписывайтесь, вы не пожалеете. Всем пока!